Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Blue Hole, на нижней позиции Team Step, токсиновый генерал Глад, доктор Тракс. Сверху стартует Маракара, генерал Джазис, подрывник Глам. Перед вами челлендж до 7 побед с призовым фондом 100 баксов. Счет 4-3, Маракар ведет. Тимстепу, конечно же, нужно побеждать, сравнивать счет. Топы сегодня за рулем, а значит нас ждет зрелищный поединок. Ну что ж, начали. Карта Blue Hole достаточно богата на вышки, богата на ресурсы. Через захват вышек можно, в принципе, стартовать. Разбег рабочих от Тимстепа побежал захватывать позиционку. Что же касаемо Маракара, делает, в принципе, все то же самое. Рабочие бегут вперед. Казарма есть, ставится военный завод, есть вторая казарма. Учим захват, выводим пехоту, начинаем захватывать вышки. Ставится норка, нужно ставить второй сапплай, не забывать захватывать нефтеперерабатывающий завод, чтобы получать мою любимую скидку на юниты. Норки на центр, причем Маракар достроит побыстрее. Но здесь токсиновый генерал также на месте не стоит, также норку строит. У каждого из бойцов есть бункеры, в которых можно ракетчиков садить, и будет уже хорошая защита на центральной части карты. Справа также есть нора от Маракара. Тимстеп дефает свои вышки, ставит токсиновую нору, и уже побежали ребеля токсиновые, кстати говоря, захватывать вышки. Направо также бежит рабочий, катается техничка. С помощью этой технички можно поотменять рабочих, поотменять также и повстанцев, которые будут вышки захватывать. Маракар также готовится, уже повесил бомбы, кстати говоря, на вышки, чтобы их Тимстеп не перехватил. Имбайк поехал вперед отменять повстанцев, и по всей видимости даже удачно. В принципе, тем же самым занимается и Маракар. Техничка раскатывает, отменяет постройку норки. Едет байк далее, начинает также настреливать здесь по повстанцу, и также будет пытаться здесь отменять захват. Техничка приехала, катается, но по всей видимости Маракар ее отконтрит. И, кстати, Маракар катается у Тимстепа на базе, здесь пробивает также по юнитам, захватывается вышка, это Тимстеп работает, а здесь перестрелка домиков. В бункерах сидят ракетчики, перестреливаются, ну, рабочие дома подхиливают. Я думаю, что эта перестрелка еще очень долго будет длиться, и достаточно интересная нора от Маракара. Demolition подошел достаточно близко к границам базы Тимстепа и строит свою наглую демолишенскую норку, но отмена рабочего. Норка не достраивается, остается только каркас. Тимстеп едет дальше своей техничкой. Сюда бы рабочего было бы неплохо, кстати, привести и норку все-таки достроить. Ракетчик высаживается в дом, садится. Здесь есть ответные ракетчики от Маракара, идет перестрелка, но надо бы ракетчиков, наверное, в дом посадить, и пускай эти домики перестреливаются между собой, а там кто победит. Рабочий все-таки добежал и будет норку достраивать, а там вся нечисть демолишена потом будет вылазить. Тимстепу нужно контролировать этот момент. Второй военный завод, правда, пока фейковый. Посмотрим, что оттуда будет выходить. Но я думаю, что токсиновые танки Скорпионы мы увидим здесь с грейдом на ракеты. Отмена захвата вышки, здесь техничка, здесь вышка опять по новой будет захватываться. Ракетчики вышли и будут пробивать техничку Маракару. Есть, кстати, норка, она достроилась, и Убертеч плюс ракетчики вскрывают бункер. Техничка будет, по всей видимости, закрываться, но Маракар теряет Убертеч, к сожалению. Рабочий прибежал вперед, ну а дальше, наверное, идти или еще одну норку добавить, токсотрактор притащить и выбить отсюда пехоту из своих ракетчиков. Сюда Маракару было бы неплохо посадить. А вот и токсиновый танк Скорпион с грейдом на ракеты минус рабочий. Ракетчиков, я думаю, также без труда закроет, хотя наполучал. Сели ракетчики в бункер и просто уничтожают вышку. То есть со старта уже Маракар одной вышки лишается, даже ее не захватив. Тимстеп поставил сапплай справа. Вышки, в принципе, свои практически все захватил. Вот еще одна, сюда уже бежит повстанец, и катается техничка, которая этого ребеля будет отменять, и даже успешно. Техничка от Маракара поехала на сапплай, и будет сейчас отмена рабочих, я так полагаю. Да тут еще и собственные скорпы будут помогать, разбрызгав токсины. Просто будут уничтожаться эти самые рабочие. Соответственно, будет меньше сейчас экономики поступать Тимстепу. Маракар построил норку под вышкой здесь, но тут 3 скорпа катаются. Мне кажется, что в этой дуэли все-таки Маракар, наверное, победит. Он тем более еще и добавляет. Вот не дать бы вышку бы захватить, чтобы Тимстеп не бустанулся. Тем еще один скорп подтягивается. Одна норка ему будет не помеха, на мой взгляд. Но хотя она получала довольно сильно. И отмена захвата Маракар все-таки здесь побеждает в этой дуэли. Мини-дуэль такая, да. А вот норку все-таки Маракару здесь слева-то закрывают. Скорпионы победили ее все ж таки. И такая достаточно каверзная, да, такая тяжеленькая могла бы быть
позициях в будущем, но TeamStep контролит и ставит свой дворец. Что же касаемо Маракара, сапплай готов, вот НПЗ пока не захватывать, 2 военных завода есть, дворца пока не видно. И выход в центр. Через помощью Токса-трактора отменил пехоту в бункере. Но скорпионов, на мой взгляд, маловато. Плюс тут 2 токсиновые норы. И мне кажется, здесь бы Маракар бы просто оставил бы всю свою пачку. Но все-таки решается. Все-таки решается выползти, перебить скорпиона TeamStep. Demolition пытается. И даже в какой-то степени успешно. Но и сам потерял юниты. Добавляет еще одну норку. И вновь выход. Вновь выход скорпионов уже от Demolition. Но тут в бункере вновь сидят ракетчики. Нужно уходить. Слишком сильно получает Маракар и отступает. Норка начинает строительство. Ракетчики по норе бьют, по Маракару. И помощью скорпов, я думаю, до конца ее закроют. Тем временем Маракар на месте не стоит и делает выпад на правый фланг по TeamStep. По норке бьет. А еще норка есть. Нету больше нор. Здесь только 2. Но все-таки TeamStep решается выйти. Да. Норка еще продолжает помогать с помощью рабочего-то можно ее пробовать подхиливать. Здесь заезжает Скорпион, отменяет рабочих, но все-таки, кстати, Нор это практически до конца здесь закрывается. И TeamStep все-таки в этой дуэли побеждает, перебивает Маракара. Маракара пытается добавить, но, на мой взгляд, маловато юнита для того, чтобы 2 Скорпионов тут перебить с грейдом на ракеты, да еще и токсиновых. Еще скорпы идут вперед. Маракар посадил ракетчиков в домик, пробил, даже один уже успел забрать. Но нет, все-таки, мне кажется, тут еще подтягивается армия. Токсиновый ребель идет, ракетчики высаживаются заранее. Все-таки, мне кажется, здесь TeamStep удержит свои позиции. Тем более, что у Маракара осталось буквально всего лишь 2 Скорпиона и 1 Токса-трактор. Да, он разбрызгал токсины, какое-то время рабочие не смогут выйти, будут сразу же погибать. Но сапплай все-таки TeamStep свой удержал и захватывает вышку. В бункере было бы неплохо бы посадить бы пехоту, а вот Маракару в пехоту садить в эти бункеры бы не рекомендуется, потому что токсиновый ребель рядом, он сразу же все это дело будет уничтожать и вновь не дают TeamStep вышку захватить. 2 ракетчика, 2 норы всего лишь здесь осталось, добавить бунитов. И, кстати, какая хорошая норка на самом деле вот под эти коробки. Если здесь TeamStep разожрется, я думаю, что он поставит тут свой сапплай. Перестрелка продолжается. Также, кстати говоря, и слева есть замес небольшой. Тут TeamStep хотел норку поставить, да не вышло. Здесь Маракар уже во все обосновался. Но на центре зато TeamStep хорошо закрепился. Еще одну норку дает и добывает. Пока, правда, в 1 сапплай. Норка справа готова. Здесь одну позицию Маракара стало меньше. TeamStep поработал. 2 скорпа остались. Есть еще ракетчики. Еще одна норка будет добавляться. Поехал байк вперед и с помощью ребель для Demolition будет пытаться вышку захватывать, я так полагаю. Минус постройка на TeamStep. TeamStep добавляет еще 1 сапплай и выход уже во вторичную экономику. Денег очень много на самом деле. Тут уже, наверное, даже пора искать шторм ставить, на мой взгляд. Отмена подрывника, но он успел забежать в домик. Но домик этот без проблем скроет. Последняя позиция Маракара осталась здесь. Он пытается захватить вышку и, возможно, даже будет это успешно. Норка до конца закрывается. 1 Скорпион тут всего лишь вылез. Больше не стал Маракар ни одним юнитом выходить. Побоялся, видимо. И через демо-апгрейд, я так полагаю, да, здесь подорвал Скорпион Маракара и забрал 1, 2, 3, 4 юнита даже. Вышку Маракар все-таки берет. Но TeamStep ее просто будет уничтожать еще и с помощью Батлбасса. Здесь байк подъехал, но был уничтожен. Токсиновая нора работает, добавляется стингер. Нора до конца Маракару закрывается. Скорпионы отработали. Маракар тем временем дефается повыше. Здесь можно было чуть-чуть, наверное, сюда дать и бункер починить, ракетчиков посадить. Но Маракар этого не делает. Ставит еще 1 сапплай, добавляется вторичная экономика. И выход в командный центр у каждого из бойцов уже по 3-му рангу. Причем Маракар по экспоинтам немножечко впереди. И уже разворачивается скат-шторм от Токса. И также выход в командный центр. Норку бы надо было только достроить, рабочего привести. И басы пошли вперед. Достраивается все-таки стингер. Было бы неплохо здесь иметь Джарманкелла под рукой, чтобы ракетчиков в этот стингере отстреливать. И стингер, по всей видимости, будет уничтожен. Но байки отвлекают внимание, и байки минусуются. Джарманкелл от Маракара зато здесь есть, который будет неплохо контролировать басы. Хотя бы 1, да точно сможет выбить. А вот остальное уже, как говорится, дело техники. Норка на холме, захватил арт-платформу Маракар и бьет сейчас Demolition по норке Токса. Тем временем Джарманкелл можно попробовать выселить. Да, Батлбасс справляется, в принципе, со своей задачей, но TeamStep засаживает пехоту обратно и через ребель амбуш. Батлбассы переворачиваются, но 1 остается еще пока жить. Там есть ракетчики, которые будут больно бить по Скорпионам. Добавляются норы.
Дефает Тимстеп свой сапплай. Выходит Скорпион, можно побить по рабочим, сократить немного экономику своему сопернику. И, кстати говоря, Demolition также ставит скатштормы. 2 штуки строятся. Что же касаемо Тимстепа, пока только один, но есть и второй все-таки, да. То есть второй каркас имеется. Ну, я думаю, что можно и третий добавлять. Денег на карте, повторюсь, много. Там потом до 4-го дела дойдет. Как правило, на этой карте война с скатштормами это уже привычное дело. Отмена здесь танка Скорпиона. Джарман Келл отработал пилота. Можно, в принципе, через своего рабочего отобрать, забрать, да, этот Скорпион. Лишний юнит не будет. А вот и первый скатшторм на карте. Он готов. Добавляет еще один, третий скатшторм. Тимстеп строится на данный момент. Батлбас поехал вперед. Поехал Бас, будет бить Стингер. Появляется Рокет Баги с грейдом на ракеты. Просто попробовать достать один из батлбасов. Почему бы и нет. И токсиновый ребелямбуш спасает. Спасает Басы, но правда один переворачивается. Ну с помощью рабочих, я так полагаю, Маракар сейчас добежит и подорвет до конца Бас. Да, да, удачно. И под саплаем, в принципе, сейчас эти басы. Вот это только бы поближе бы подвести. А если там пехота? Неужели нет пехоты в этом басе? Странно даже как-то. И смотрите, какой Тимстеп крутой. Он посадил токсинового ребеля в бас, чтобы близлежащие какие-то рабочие, да, через которые можно было бы как-то подорвать батлбасы, не смогли подойти. Просто токсиновый ребель контролит этот момент. Добавляется еще 2 норы. Под дефаться решил еще Тимстеп. И я так полагаю, что да, еще один дворец. Второй скатшторм на карте появился. Строится 3-й, строится 4-й, строится 5-й и 6-й скатшторм. Еще больше нор дает на базе сейчас Тимстеп. Что же касаемо Маракара, пока я вижу только 2, но вот начинается строительство 3-го. Маракар попытался подъехать справа, но почему-то отступил. Одну норку только попытался пробить, но и то до конца ее не закрыл. Еще 2 скатшторма появились на карте, и это уже от Demolition. И 3 батлбаса пытаются ворваться. Тимстеп идет в наступление. Один из басов переворачивается, ракетчики высаживаются заранее. И один из басов теряет Маракар. Тут даже фугас, кстати говоря, Маракар поставил. Да, так чисто на всякий случай. 2 баса выжили, уходят обратно на базу. Ну, немножко тут попинали друг друга и, в принципе, разошлись. Норка восстанавливается. Тем временем Маракар не стоит на месте в центре карты. Пробивает сапплай, расчистил немного позиции, выбил норы. Тут была одна, здесь осталась вторая. И попытается сейчас подобраться, так полагаю, к сапплаю, потому что новый выпад юнитами намечается. У нас уже 4 скатшторма у Тимстепа, а ведь это еще далеко не предел. Еще 2 строятся. И это значит, что в скором времени у Токса их будет 6. Ну, вот как раз еще 2 добавляет Маракара. Было бы неплохо бы, чтобы их было бы равное количество у каждого из бойцов. Но посмотрим. Еще один военный завод добавляет Токс. В сумме их, я так полагаю, будет сейчас 3. Да, не более 3. И выход во вторичную экономику. Рокетбаги работают. Минус нора. Плюс еще и бежит злая толпа. Будет, я так полагаю, работать по Стингеру. Добавляется фугас. Очень много байков на самом деле, и Скорпионы идут вперед, непонятно только для чего. Их же тут все перебьют, почему их Тимстеп сюда отправил, пока не совсем непонятно. Джарман Келл работает по Стингеру, ну а справа Маракар переворачивает один из басов Тимстепу. Злая толпа работает, ну можно пробовать идти дальше, выбивать сапплай, так тут еще и... Скатшторм стоит. Почему бы не попробовать бы туда подобраться? И байки идут. Скорее всего, вышку пробивать. Забрали, правда, только казарму. Тут еще и рокетбаги подошли достаточно близко. Норку также забрал, но до вышки добраться Маракару не удалось. Батлбас, рокетбаги, переворачиваются по Тимстепу. Работает Токса, Норка и ребелямбуш, я так полагаю. Что это было сейчас? Да, это был ребелямбуш, и все базы Тимстепа просто погибли. Ну и очень много, мне кажется, Маракар потерял своих рокетбаги. Пехота возвращается обратно. Вот тут Шармана сильно не хватает, который мог бы этих ракетчиков сейчас пострелять, и довольно успешно на самом деле. Злая толпа от Маракара. Маракару было бы неплохо бы куда-нибудь сюда бы еще бы, на мой взгляд, сапплай добавить. Злая толпа пока просто стоит. Есть вторая, нужно идти вперед. Маракар не контролит этот момент. Добавляет еще один скатшторм. У Тимстепа 6 скатштормов, у Маракара 3 скатшторма. Это печально, но будет 5. Но будет 5 у Demolition скатштормов. Готовятся новые басы. Тимстеп тем временем решил поиграть рокетбаги. Какой-то мисклик явно был здесь. Слишком близко подъехал к позициям Маракара. Но Demolition тем временем переворачивает батлбас. Много рокетбаги от Тимстепа. Пробивает по норке, по ракетчику. Норку, в принципе, можно было бы и до конца закрыть, но пока Тимстеп немного отступил, побаивается. Байки. Байки, вопрос, куда они идут. Маракар пробивает бункер.
Возможно, Маракар хочет попробовать добить второй сапплай на центре. Справа выбить сапплай не получается, все позиции на месте. По-прежнему Тимстеп здесь добывает ресурсы. Пробивает по норке. Рабочий норку, точнее бункер, рабочий бункер не подхиливает. Ну вот сейчас начинает опять восстанавливать. Jarvan Kell отрабатывает злую толпу. Достаточно близко здесь Тимстеп подобрался как-то, зачем, только непонятно, явно какой-то мисклик, что это такое вообще. И готов первый скатшторм уже у Токса. Начинается запуск. По всей видимости, эти ракеты летят в аккурат на вышке. Да, мое предположение верное, сейчас будет вышки закрывать Тимстеп своему сопернику, ну и правильно, лишать дополнительного притока экономики. Так еще и слева здесь наступает, пробивает Стингер. Сейчас, по всей видимости, норка закроется, открывается токсиновый ребель-амбуш, но Маракар справляется, заходит своими басами, и похоже, что сейчас всю пачку Тимстепа-то перебьет. Господи, какое рубилово просто! Просто безжалостное кровопролитие. Что здесь вообще было? Это какая-то мясорубка просто. Никто не щадит свои юниты. Тимстеп пошел рабочими добывать, да так в наглую. Тут просто норки срезают этих рабочих. Почему Маракар здесь сапла не дает, мне очень сильно непонятно. Работают баги от Тимстепа. Злую толпу перебивает. Саплай, по всей видимости, сейчас Маракар потеряет и запускается второй скатшторм. Полетели ракеты вперед. Еще и похоже, что Токса-бомба легла. И, по всей видимости, на скатшторм. А хватит ли огневой мощи, чтобы его закрыть? И, слушайте, хватает, причем до конца закрывается вопрос, куда Токса-бомба легла. Я не совсем понимаю. На базу к Тимстепу пришла Токса-бомба. У каждого из бойцов уже 5-й ранг. Еще один скатшторм на карте запускается. И это уже Маракар. И мое предположение, что это будут вышки. Да, наверное, даже где-то вот здесь. Может быть, по базе. Нет, он будет бить в аккурат по базе здесь. Пытаться закрывать скатштормы. В принципе, практически успешно. Не до конца, правда, закрыл. Военный завод уничтожен и казарма. Но она отстроится. Здесь легла Токса-бомба. Это уже Тимстеп прокинул. И саплая Маракар все-таки лишился. И запускается еще один скатшторм. А Маракар вышел с помощью скрытой атаки на базу к Тимстепу и добил скатшторм до конца. Вопрос, куда Тимстеп будет бить? Тимстеп вновь бьет по скаду, но до конца его не закрывает. Военный завод также пережил эту атаку. На саплае были уничтожены все рабочие. Запускается еще один скатшторм, открывается скрытая атака. Вопрос, куда ударит скатшторм в этот раз? Он будет добивать. Он будет добивать скатшторм Маракару, добивать саплай и добывать военный завод. По-моему, Маракару тяжко пришлось сейчас. Очень тяжко, он практически фланг потерял. Так еще и сейчас второго скатшторма может лишиться, но все юниты у Тимстепа погибают в токсинах. Так тут еще и рабочий скатшторм подкиливает. И по скатштормам, по супероружию практически бойцы сравнялись, на мой взгляд. Battle Pass едет закрывать скрытую атаку. Нужно восстанавливать саплай. Мне кажется, что нужно иметь токсотрактор под рукой всегда, чтобы вывести его и почистить токсины. По крайней мере, для Demolition, мне кажется, это прям необходимость. Запускается еще один скатшторм. Куда будет бить Маракар? Вот это направление все-таки, наверное, уже на вышке. Да, так тут еще и ответная пошла. Целых 2 скатшторма, да еще и разом. Вышки сейчас будут уничтожены. Вопрос, куда? Куда? По базе, просто по базе. 2 скатшторма разом. Минус скат, минус военный завод, минус позиции. Господи, как Маракару тяжко. Что за мясорубка вообще происходит сейчас на карте? Мне кажется, нужно уже бойцам позаботиться о вторичной экономике. А Маракар тем временем наступает на левом фланге. Столько много событий на карте, уследить за всем просто невозможно. Тут как минимум 2 надо людей, которые будут комментировать этот матч. Переворачивается Battle Pass. Все юниты здесь Маракар потерял. Тимстеп отбился, но потерял, на мой взгляд, не меньше. Через Скорпионы, через баги сейчас будет до конца баз закрывать. И Рокет-баги Маракару также будет сейчас, наверное, уничтожен. Тимстеп не доработал ее. Почему не дострелял? Наверное, растерялся как-то. Может быть, есть дела поважнее. Я пока не могу предположить. Но вот тут надо бы саплай восстановить. Здесь надо саплай Маракару восстанавливать. Нужно вновь восстанавливать свою экономику. И НПЗ было бы неплохо захватить. Тимстеп, кстати говоря, свое НПЗ захватил. И вновь запуск скатшторма. Вопрос, кто? Маракар. Маракар, плюс еще и скрытую атаку открыл, и будет один из скатштормов Тимстеп уничтожать. Он восстановил
6-й скатшторм он восстановил, только-только он восстановил его, и ему опять один из них уничтожили. Осталось 5 против 3 у Маракара. Маракара деньги в принципе есть, он строит, да, 4-й скатшторм. Он ставит черный рынок, добавляет норку и будет восстанавливать ресурсный центр, что очень даже меня радует. Мне и очень жаль, что вот здесь дает возможность Маракар тимстепу добывать. Либо норку ставь, либо Джарманкелла сюда приводи, может квад какой-то, я не знаю, но только не давать тимстепу добывать здесь. И токсиновый генерал пошел в наступление. Пробивает позиции, много скорпионов, рокетбаги, батлбас. Просто огромное количество юнитов сейчас наступает, и позиции Маракар теряет. По скатштормам примерно сравнялись. 4 скатшторма у Маракара и 5 скатштормов у тимстепа. Позиции будут уничтожены. Скатшторм, по всей видимости, сейчас Маракар потеряет. И залп. Я слышу залп. Да, он успел выпустить, причем еще и все ракеты, прежде чем потерять свой скат. Вопрос, куда будет бить. Вновь по скатшторму. Вновь по скатшторму, по военному заводу, по юнитам, но скат пока выжил. Он будет отстраиваться. Нужно открывать скрытую атаку и его добивать. Минус вышка. Тимстеп добился своего, убил позицию, убил вышку, уничтожил скатшторм. Надо идти дальше, убивать сапплай. Убивать сапплай, убивать рынки, убивать норы. Почему бы нет? Мне кажется, что Маракар плывет. У меня такое ощущение, что Маракар поплыл. Там еще один скатшторм запускается у тимстепа. Вопрос, куда в этот раз будет запуск? Я так полагаю, что по скатшторму. Есть у меня предположение, что это будет по скатшторму, по военному заводу, по сапплаю, да. Да. И причем еще и закрывается до конца. Я слышу еще где-то ребелямбуш, по-моему. Закрывается постройка норы и перебивается сапплай Маракару. Скрытая толпа пытается здесь работать. Скрытую атаку тимстеп ранее открыл, чтобы выходить здесь юнитами. Даже рабочих уже сюда не ведет, чтобы тут норы настроить. Просто через скрытую атаку работает. Через 5 секунд будет еще один скатшторм от тимстепа. У тимстепа хороший флуат, он может еще скатштормов добавить. Сапплай был уничтожен практически. Еще немножко осталось. Но есть демо рабочий. В принципе, через рабочих можно было тут все уничтожить. Почему этого Маракар не делает, я даже не боюсь предположить. Токсиновый ребелямбуш, я так полагаю, был под этим бункером. И сейчас просто токсиновые ребеля мешают выходить из военного завода юнитам. Еще один скатшторм закрывается. Правда, не до конца. Полетела токсобомба. Открывается скрытая атака. Это Маракар. Но она сразу же попадает здесь под огонь скорпионов. Под огонь токсиновой норы. Пытается через батлбас скатшторм Маракар закрыть. Токсобомба прилетела. Ну да, токсобомба, ну не помеха. Сейчас все это очистится. Прострелил уже тимстеп по земле, и токсины были очищены. Остается этот скатшторм дальше отстраиваться. То есть все-таки Маракару не удалось его добить, и скрытая атака закрывается. Токсиновые ребеля продолжают стрелять по казарме. Не знаю, мне кажется, тут нужен токсотрактор. Нужно выводить токсотрактор из военного завода. Но через злую толпу Маракар пытается просто этот бункер уничтожить. И даже успешно. Открывает открытая атака. Это тимстеп. Сразу выходит батлбас, выходят скорпы. И будут скатшторм, я так полагаю, добивать. Вновь залп. Это Маракар. Вопрос куда? Куда будет бить Маракар? Я думаю, что закрывать. Закрывать до конца скатшторм. Военные заводы даже удачно. С казармой здесь хорошо пробил. Но 5 скатштормов. И 2 сразу сейчас запускаются от тимстепа. Сразу же по базе. Военные заводы, казармы, скатшторм, сапплай, вторичка. Все под снос. Просто все под снос сейчас у Маракара. Я вижу только 3, 4, 5 черных рынков у Маракара. Он пытается восстановить сапплай. У тимстепа по рынкам, я думаю, ситуация получше. Да у него и есть, в принципе, еще и 3 вышки в запасе. У него больше скатштормов. Тимстеп выглядит сейчас куда интереснее в данной ситуации. Маракару очень тяжко пришлось. По нему просто как будто железным кулаком прошлись. Он пытается еще что-то спамить, но по ресурсам у него все достаточно печально. Рабочих надо гнать на вот эти коробки. Здесь сапплай восстанавливать. Разворачивается строительство опять скатштормов, потому что скатштормов у Демолишена вообще не осталось. Рокетбаги бьют с холма, здесь из норы вышли, но идут танки Скорпиона. Вышел Джарман, закрывает пилота в одном из танков Скорпионов. Здесь попадают в итоге они в пробку. И рокетбаги четко на самом деле уничтожают эту армию, но там подтягивается вторая. И нора будет, по всей видимости, уничтожена, даже, возможно, вместе с арт-платформой.
Да, абсолютно без потерь. Здесь пробивает Team Step. Там скоро скады будут запускаться. Мне кажется, что Маракару пора писать GG. Должно случиться какое-то просто чудо, чтобы Маракар это вытащил. Team Step выглядит получше. У Team Step больше вышек. У Маракара она всего одна. У Team Step больше супероружия. И Маракар все-таки сдается. Счет становится 4-4, но по итогу Маракар все-таки выигрывает в этом челлендже со счетом 7-6. Ну а этот бой окончен, статистика на экране. С вами был Алекс, до новых встреч.